Постоял немножко тут. И опять пошли ройки в этом месте. Никуда не переплывал. Сейчас попробую опустить опять. Есть. Смотрите, еще один. Клюнет или нет. Есть. О! Кто ж ты такой? Слышите, как удочка звенит аж. О! Опа. Вот сегодня будем с вами рыбачить на вот такой вот небольшой речке. Река Шостка. Пузырьков. Вся речка в пузырьках. Течения здесь практически нет, оно слабое. Речка не глубокая. 2 метра глубина самая большая по руслу. Русло идет вот посередине. По центру реки. Друзья, всем привет! Сегодня приехал порыбачить на реку. Небольшая речка. Дальше она там впадает в небольшой водоем. Цель сегодняшней рыбалки у меня линь и карп. Для лина я закормлю несколько точек. Для ловли карпа ничего я закармливать не буду. А буду искать его по ройкам. Карпа буду ловить на удочку Cold Dragon, всем уже известную, кто смотрит мои видео. Ничего я еще не менял, шнур у меня стоит старый. На этой удочке на Cold Dragon у меня стоит 0,35 шнур, оказался он не очень крепким, поэтому я заказал 0,41. И как придет, обязательно поменяю, пока жду посылку. А лина буду ловить на удочку Осни, которая почти в 2 раза легче Cold Dragon, но она и не такая крепкая. Но как для ловли линя это самое то, и карася. Шнур у меня здесь 0,18, мормышка 6 номера, небольшая, маленькая. Ну а так все то же самое. Лина и карпа буду пробовать ловить на опарыша. Я взял с собой опарыша, целую баночку. Но если карп не будет клевать на опарыша, взял с собой еще и консервированную кукурузу. Есть также и червь. Перед тем, как начать рыбалку, хочу, друзья, всех вас поблагодарить за комментарии, за лайки. Все читаю, все вижу. Огромное спасибо хочу передать своему подписчику Александру за подарок. Я его получил. Александр мне прислал боковой кивок. Боковые кивки он делает сам. Очень хорошая работа. Отличный боковой кивок. Обязательно я его буду тестить, но уже на следующей рыбалке. Тест кивка от 0,8 до 1,6 грамма. Кивок сделан из поликарбоната. Я пользуюсь лавсановыми кивками. Ну, посмотрим, протестируем.
Кстати, боковой кивок этот крепится совсем по-другому, с помощью термоусадочных трубочек, а не с помощью суперклея и шнура. Очень хорошая идея. Такой на вид боковой кивок неубиваемый. Сразу видно, у человека золотые руки. И прислал также он мне несколько мормышек протестировать. Вот такие мормышечки. Все протестим и обязательно оставлю свой отзыв. А теперь плывем, закармливаем несколько точек. Я взял с собой прикормку, вареную перловку, добавил туда немножко кукурузы, немножко вареного картофеля добавил. Основное это перловка вареная, без добавления магазинных прикормок и так далее. Закормим несколько точек для ловли линя и будем плавать по точкам, смотреть, может где-то попадутся ройки. Даст Бог, может что-то сегодня и поймаем. У нас похолодало, лето в этом году не очень радует. То жарко, то холодно, то дожди. Вижу впереди упавшую корягу. Вот тут, наверное, мы и закормим первую точку. Прям под корягу. Тут и камыш редкий, и коряжка лежит на дне. Вот прекрасное место для ловли линя. Бросать буду вот такие вот небольшие. Пару жменек таких небольших. Даже пускай 3. О, отлично. Прикормка рассыпается. То, что нужно. Тут главное, когда варите перловку, главное ее не переварить. Она тогда, когда вы его будете бросать, она рассыпается и не будет падать у вас на дно вот таким вот комом. Перловку готовлю я проще простого. Заливаю водой, сразу ставлю на плиту, довожу до кипения. Минут 10 вода покипела. И все, выключаю, накрываю крышкой. И перловка вот стоит в этом кипятке, впитывает в себя воду, разбухает. И тогда она получается не как каша, а каждое зернышко, оно отдельно. Вот там вот коряга, дальше редкий камыш. И вот я вот прямо вот здесь вот и буду закармливать. Вот, раз. Два. Три. И все. Посмотрю, сколько у меня тут прикормки осталось. Ну еще на пару мест. В этом месте река сужается. Справа коряги. Чаще всего тут встречается в этих корягах карп. Это прошлым летом я встречал. Я здесь уже рыбачил. Это не новый для меня водоем. А вот слева в камыше чаще встречается линь. Закормились. Теперь подготовим снасть. Осни весом, наверное, до 200 грамм. Очень легкая удочка. Длина 5,40. Тест 100 грамм у этой удочки. Такая маленькая мормышечка. Ну, обычно я ставлю 6 номера мормышку. И отлично. Пока с вами стою, роется линь. Сейчас покажу вам ройку. Вот она ройка. Вот эта белая пена сверху на поверхности. Это вот так вот роется линь. И, кстати, роется, видите как, недалеко от камыша. Где-то в метре от камыша. Так, наживляем быстрее опарыша. Можно и червя, конечно, но опарыш, это без разницы.
Я ловил линя, кстати, и на перловку, и тоже ловится не хуже, чем на червя. Ловил и на кукурузу консервированную. Вот такой пучок. Так, глубина. Глубина здесь небольшая. Пока наживлял, показывал вам, он рылся. А сейчас не вижу. Тут ни пузырьков, ничего не вижу. Но, кстати, никогда не спешите уплывать с таких мест. Постойте, понаблюдайте еще пару минут. Он может чуть переплыть, ну, буквально на полметра. И дальше рыться. Да, куда-то уплыл. Постоим, подождем, понаблюдаем. Плаваю, пока ищу ройки. Тут вы сами видите, все в пузырях, непонятно, где тут ройки, где не ройки. Все белое из-за пузырей. А туда дальше, там вообще все в ряске. И слой ряски настолько толстый, что ничего не увидишь. Роек точно. К закормленным местам подплыву попозже, минут через 20. Подплываю к первой точке. Вижу какие-то пузырьки. Кто-то роется. Но такие небольшие пузырьки. Еле-еле их видно. А ну-ка. Проверим. Наверное, мелкая рыбка какая-то роется. Вижу маленькую-маленькую ройку. Совсем маленькая. Пустим. Так, ну это ж точно линия роется. Есть! Сразу опустил, и есть линяра. А, небольшой. На ройку. К закормленным местам подплывал, но там никого нет. Пока. А ну-ка, плыви сюда. Такой небольшой. Грамм 250, наверное. Ой. Грамм, да, 250. Небольшой линь. Вот тут. Прям под камышом. На опарыша. О, всего опарыша съел. 4 опарыша одеваю. И хватит. Плаваю по речке туда-сюда. Потихонечку, не спеша. Роек очень-очень мало. На прикормленные точки раз заплывал. Никого не видно пока и не слышно. Но может позже подойдет еще рыба. Ух ты! Была поклевка, нету ни одного парыша. Это линь. Ёлки-палки. Как-то так клюнул, интересно. В сторону потащил. Роется тут в 2 метрах от меня. Глубина, при том, что совсем тут нету глубины, 50 сантиметров. Кто ж ты такой? Вот, перешел. Вот он.
Есть. Смотрите, где я его поймал. В 2 метрах от лодки. Да стой ты. Так, еще один есть. Эй, поплыл. Стоял. И все-таки дождался поклевки. Ой. Еще один. Все похожие. 250-300 грамм. Не килограммовые линии, но все равно приятно. Этот линь клюнул так вообще тут в 2 метрах от лодки. И при том, что глубина, наверное, полметра, может сантиметров 60. Небольшая. Плывем дальше. Ищем ройки. Пробуем подплывать к точкам. Может и на точке подойдет чуть попозже. Смотри, так к обеду что-нибудь да и наловим с вами. Ну, вот тут у меня точка. Сколько раз пробовал по нулям. И не видно ни роек, ничего на закормленном месте. А вот с левой стороны в корчах, сколько плаваю, рыбы не видно тоже. Хотя вот глубина, где корчи, вот где ветки в воду склоняются, там глубина где-то около метра. Хорошие места. Но рыба вся стоит в основном вблизи камыша, в камыше сегодня. Роется прям в траве. А ну-ка. Да линь 100%. Ройка похожа на леневую. Ага, вижу, куда перешел. Он из-за травы, из-за водорослей может сразу не увидеть наживку. Дальше перешел. Ух ты, хороший линь, наверное, роется. Ройка большая. Опять на меня идет. На меня. Вы смотрите, я ему подсовываю, и он отходит в сторону, и все. Ну, давай, опарыша. Перестал рыться. Ага, вижу. Ну-ка. Есть. Ой, хороший. Стал только опускать. Смотрите, какой зверюга. Вот это уже хороший. Сколько я ж за тобой гонялся. Да стой. Гонялся за тобой, гонялся. Но он там не один, их двое было. Две роечки рядом друг с другом шли. Давай, дорогой. Ух ты, какой боец. О, этот уже зачет. Это уже хороший. Точно 300 грамм будет в таком. Красивая рыба. Зеленые, глаза красные. Мормышка полностью во рту. Заглотил. Будь здоров. И, кстати, клюнул не сразу. Пришлось опускать несколько раз. Да раза 3, наверное, или 4 пробовал. Я линя поймал вот тут. А закормленная точка вот тут. Через дорогу. Вон там. И сколько я туда пробовал подплывать, там и коряга. И ну все то же самое. А рыбы нет там.
Постоял немножко тут. И опять пошли ройки в этом месте. Никуда не переплывал. Сейчас попробую опустить опять. Есть. Смотрите, еще один. Да что такое? Вот это да. Да не пугай ты рыбу. Только опустил. Еще один. Ох ты, такой же кабанчик. Отрывите. А ну хвост сюда поверни. Поверни хвост, говорю, сюда. Вон какой кабаняра. Грамм 350. Хороший. И все вот тут вот на одном месте. От лодки буквально 1,5 метра была роечка. Только начиналась. Поймал линя, наживил опарыша, смотрю, опять в этом месте ройка. О, какой. И линь он ходит, как напоминает стадо кабанов. Они ходят по 4, по 3, по 2, там, по 10 штук, в зависимости от размера. Чем больше линь, тем их меньше в стае. И вот они ходят, у них определенный один маршрут. Туда-сюда плавают. Я попал, наверное, на этот самый маршрут, где они перемещаются чаще всего. Нашел ройку. Вот здесь нашел я ройку. Есть! Опа, только опустил. Ой. Я думаю, что оно, или поклевка, или не поклевка, сам не понял. Иди сюда, дорогой. Совсем глубины здесь нет, сантиметров 30, наверное, друзья. Давай. Ой, ты красавчик. О, какой черный. Рылся, да, и попался за верхнюю губу. Красавчик. Закормленные точки так и не сработали. Да я уже и к ним, если честно, я не подплываю. Ну, еще, может, полчасика поплаваю, поищу ройки, а потом переплыву на сам водоем, попробую поискать карпа. Кого-нибудь потяжелее, чем линь. Опача! Опустил, смотрю, да не опускается ничего. А это линь. Недалеко от того места, где я выплывал. Ну-ка, давай сюда. Дорогой. Ой. Так. О, какой толстенький. Плавал я. И решил, думаю, поплыву, посмотрю, карпа роется или не роется. Там на водоем хотел выплыть. Достал удочку Cold Dragon, стал плыть, увидел ройку небольшую. Опустил, сразу поклевка, если... Ну а вот, собственно, и сам водоем. Он там еще влево поворачивает. Такой не широкий. Рыбка здесь есть. Сазан точно есть. И амур. Но амура мало. Ух ты, есть! Не ожидал я. Пошел кивок вниз резко. Уф, все. Сошел. Елки-палки. Сожрал все и ушел. Но хороший был. Вот он на водоем. Тут есть ройки, но они
практически посреди водоема по руслу. Ройка такая небольшая, либо только появлялась, либо он уже давно там стоял. И опустил боковой кивок. Кивок вот так вот резко вниз, такой вух и пошел. Протянул он меня, наверное, метров 5 и удрал. Наваливается в кувшинках. Ройка небольшая. Не пойму, кто это. Вижу, где он. Пришел поближе ко мне. Ух ты, елки-палки, была поклевка. Ай, на опускании. Смотрите, как ройки пошли. Так, понемножку раздеваюсь. Бывает, приезжаешь на водоем, роек просто весь водоем в ройках. Опускаешь, а рыба вообще никак не реагирует. Что ты ей не предлагаешь, и живые насадки, и горох, кукурузу, вообще ни в какую. А бывает, приезжаешь, роек практически нету, но из 5 роек 3 или 4 ройки срабатывают. Посмотрим, клюнет или нет. Есть! О! Кто ж ты такой? Фу, хороший. О. Слышите, как удочка звенит аж. О. О. Так куда ж ты? Не выходит с кувшинок. Ух ты, это да. Кабанчик. Намотал кувшин так целую кучу. Ой. Ну такой неплохой. Все, успокоился. Да стой ты. Ага. Ух ты, куда ж ты? Какой только боец попался, настоящий. Ну, хапнул воздуха. Давай. О, все. Фу, вот это да. А ну-ка, какой же ты там. Да, я вам скажу, не очень-то и большой. Но сопротивлялся, как взрослый. Вот, попался за самый краешек верхней губы. На червя. Вот такой парниша. Небольшой. Это сазан. Больше на сазана похож. Но я вот подплываю к вот таким вот местам. Островки из кувшинки. Но он тут стоит постоянно. Главное его не спугнуть, когда будете заплывать в саму кувшинку. Вот, тихонечко заплыли.
Чуть-чуть так, чтобы лодку ветром никуда не тянуло. Роек не видно, но нужно пробовать пробрасывать приманку по всем вот этим маленьким окошечкам. После того, как поймал я карпа, ну или сазана, оплавал этот водоем, наверное, раза 3. Видел несколько роек, но вот так вот посредине водоема. И то они быстрые. И ветер, волна, лодку сдувает. Я к ним подплываю, а лодку в сторону сдуло. Невозможно нормально подплыть и опустить наживку. Сейчас вот так вот, наверное, я плыву еще круг почета по водоему. Подплыву к мешку, где у меня там карп с линем. И буду я собирать снасти и выезжать домой. Ну что, взвесим. Так, по нулям. Смотрим. Как я и говорил, от 3 до 4. 3,5 килограммчика. Но бой он мне дал, конечно, не хуже трофейных карпов. Я вам, кстати, скажу, вот такие вот карпы от 2 и до 5 килограмм сопротивляются намного жестче, чем те, которые там 9-10 килограмм. Трофеи, они обычно давят вниз, ходят по кругу. Нет таких вот рывков резких. А эти, они такие шебушные. Только и гляди, чтобы куда-то не затянул в корчи. Ставьте, друзья, обязательно лайки. Пишите комментарии. Делайте репосты видео. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока.